Позже он узнал, что стал бессмертным. Наша история начинается с того, что молодая девушка плачет, прижимаясь к груди Шино, и умоляет его не умирать. Все вокруг горит. Но огромная рана на груди, он не может двигаться и говорить. Он погружен в свои мысли о том, что не смог защитить свою семью. Полный сожаления и грусти, он вспоминает, как потерял родителей в детстве и как приютил Хамаджи, маленькую девочку, и Соски, который тоже лежит рядом с ним на смертном одре. Они стали его семьей, но теперь он потерял их всех. Внезапно из пламени появляется таинственный человек с мечом и предлагает его умирающему Шино, спрашивая, согласен ли он остаться в живых. Шино решает принять предложение. 5 лет спустя мы видим Шино в спокойную минуту, он плавает в реке с хранителем этого места. Когда ворон по имени Мурасама приносит ему назойливое одноглазое насекомое, от которого Шино становится не по себе, и он пытается избавиться от него. Позже в деревенской церкви Шино встречает Хамаджи, которая готовит чай, который оказывается не очень приятным. Тем временем Соски вмешивается в жизнь мальчика по имени Кента, который подвергается насилию со стороны отца. Соски и Кента идут в церковь, где обсуждают опасности в лесу и слухи, которые ходят о Соске в деревне. Из разговоров и воспоминаний становится ясно, что деревня Шино была уничтожена болезнью, и он с друзьями единственные выжившие, которые теперь живут в соседней деревне. После происшествия в лесу, когда Кента был спасен амулетом, подаренным Соске, Сина вызывают в центральную церковь, которая ищет Мурасамы. Когда он отказывается идти, происходит столкновение с людьми в капюшонах из церкви, которое заканчивается вмешательством вороны Мурасамы. Опасность возрастает, когда Кента сообщает о пропаже людей в лесу и о духе, похожем на Сина. Обеспокоенные безопасностью Кенты, Сина и Соски забирают его, но их предупреждения неправильно понимают, что приводит к столкновению и отказу от амулета, подаренного Соске. Напряжение достигает пика, когда Хамадзи находит амулет и понимает, что Сина убежал в лес. Соски, превратившись в собаку, присоединяется к поискам. Финальное столкновение происходит, когда Сина и Соски сталкиваются с духом, угрожающим Кенте, и Сина использует свою способность превращать Мурасамы в меч. После спасения Кенты они узнают, что Хамадзи похитили 5 лис из дома Азаки, связанные с центральной церковью. Когда выясняется, что центральная церковь хочет контролировать силу 4 семей, включая Сина и Соски, они отправляются в столицу империи на поиски Хамадзи. Хотя Хамадзи похитили, с ней обращаются как с важной гостьей, и все ее просьбы выполняются. Здесь мы встречаем Канами Осаки, ответственного за похищение. Он говорит Хамадзи, что ему нужна только она, чтобы заманить Сина и Соски, поэтому он будет обеспечивать ей все удобства, пока они не прибудут. Канами упоминает, что слышал, что женщины в деревне Ацука очень красивы. Хамадзи отвечает, что это правда, и что Шино раньше одевался как девушка и был похож на куклу, потому что в деревне Ацука мальчиков одевали как девочек до 15 лет. Затем Шино и Соски приезжают в столицу, где их встречают посланники церкви. Также появляется Рё Сатоми, который оказывается тем самым человеком, который 5 лет назад подарил Шино меч. Шино узнает его и говорит Соске, что Сатоми из одного из 4 кланов демонов. Сатоми оставляет Шино и Соски в отеле и уезжает на своей машине. Шино, воспользовавшись случаем, оставляет свою куртку Соски и отправляется исследовать столицу. Во время прогулки Шино слышит слухи о демоне, который питается только монстрами и духами. Проходя мимо храма, он видит, как из храма вылетает Кабунго Инута и падает прямо на Шино. Кабунго поссорился с Сараном, потому что подозревает, что в храме держит человека по имени Генпачи. Отец Кабунго приходит, чтобы уладить ситуацию, и, увидев метку на руке Шино, проявляет к нему интерес и приглашает его на ужин в качестве извинения за то, что упал на него. Во время ужина Кабунго спрашивает Шино, где он живет, но Шино отвечает, что не помнит. В этот момент Мурасаме, Соски и его собака приходят искать Шино, и тот уходит, оставив Кабунго платить за еду. Шино и Соски возвращаются в отель, Соски в обличии собаки спрашивает, кто был тот мужчина, с которым он разговаривал. Тем временем Сарен рассказывает своему боссу о демоне, запертом в храме, предлагая выпустить его в город, поскольку он питается только духами. Но предупреждаю, что это может быть опасно, если в конце концов оно начнет поедать людей. Затем мы видим, что предполагаемый демон – это Генпачи Инукай, у которого на лице есть метка, такая же, как у Сина на руке. На следующий день Сина просыпается в своей комнате и обнаруживает гигантскую белую собаку, которая, как оказывается, связана с Сатоми, которая также присутствует здесь. Сатоми удивлена, что цена, которую Сина заплатил за использование Мурасами, не старела. Он объясняет, что дух Мурасами обладает огромной силой, сравнимой с силой Бога, и что цена за эту силу, скорее всего, жизнь Сина.
Оба призывают своих духов и чуть ли не вступают в битву прямо здесь и сейчас. Как раз в этот момент появляется Сасуки, чтобы успокоить ситуацию, и в итоге они без каких-либо проблем ужинают вместе. Тем временем Кабунго беспокоится о Кенпачи, который, как оказалось, является невестой его покойной сестры Нуи Инуты. Мы видим воспоминания о том, как Генпачи и Кабунго были вместе посреди снежной бури, где им обоим, по-видимому, удалось пережить столкновение. Вернувшись вместе с Шино, Саски и Сатоми, они все прибывают к месту, где находится Хамаджи. Увидев ее, Хамаджи бросает ботинок в лицо Сина за то, что тот так долго не появлялся, но затем обнимает его. Появляется Канами, чтобы поприветствовать их, и Сина делает ему выговор за похищение Хамаджи. Однако Канами отвечает, что он пригласил только ее, точно так же, как он сделал это с Синой и Сасуки, и приглашает их внутрь, чтобы насладиться банкетом. Хамаджи, увидев Сатоми, находит его знакомым. Позже вся компания отправляется на прогулку по городу, но за ними следит насекомое, управляемое Сёном, который обнаруживает, что в Шино живет дух. Сён пытает Генпачи с помощью насекомых, чтобы раскрыть его истинную демоническую сущность. Тем временем Канами находит Хамаджи, когда та пьет, и приглашает ее присоединиться к нему, но она отказывается. Канами говорит, что ему нравится общество Хамаджи, и что он боится остаться один, если она уйдет с Шино. Тем временем Шино читает в своей комнате, когда туда заходит Соски. После купания Шино вытирает Соски волосы. Соски спрашивает Шино о его отношениях с Сатоми, и Шино отвечает, что Сатоми спасла их 5 лет назад и дала им возможность жить в обмен на то, что они приютили монстра в своих телах. Соски спрашивает, не против ли Шино вечно оставаться ребенком, и Шино отвечает утвердительно, подчеркивая, что главное – быть вместе с Хамаджи и Соски. На следующий день Хамаджи, Канами, Соски и Шино вместе отправляются исследовать столицу. В другом месте Кабунго ссорится с солдатами из-за увольнения Генпачи, но случайно падает на Шино, когда тот проходит мимо. В качестве извинения Кабунго приглашает Шино и Соски к себе домой на ужин. Тем временем Канами и Хамаджи продолжают осматривать столицу, и Канами замечает, что Хамаджи хочет пойти в школу, когда видит группу учеников. Канами говорит с Сатоми, чтобы Хамаджи могла пойти в школу, и сообщает ему, что братство Сегэцу поймало демона, подчеркивая необходимость защитить Мурасамы. После ужина с Кабунго, Шино и Соски идут к Сатоми, чтобы узнать, зачем их вызвали в столицу, и берут с собой Хамаджи. Сатоми показывает им 2 реликвии, которые они потеряли в детстве, символизирующие долг и преданность. Сатоми поручает им найти остальные 6 реликвий и их владельцев, рассказывая, что они являются частью легенды. Несмотря на первоначальное нежелание Шино, Соски принимает задание. Тем временем отец Кабунго умоляет Сарана освободить Генпачи, рассказывая, что невеста Генпачи погибла в результате несчастного случая, а не по вине Генпачи. Но Саран отказывается, утверждая, что Генпачи теперь демон из-за пыток. Генпачи, освободившись от трансформации, встречает Шино и Соски за городом и преследует их. Кабунго следует за ними до моста, где начинается схватка. Шино противостоит Генпачи, который нападает на него, но потом вспоминает свою невесту и колеблется, проявляя человеческие чувства. Но появляется братство Шгецу во главе с Сараном, который узнает Мурасами и приказывает им атаковать 3 стрелами. Шино отбивает несколько стрел, но Генпачи и Соски получают ранения и падают с моста. Шино прыгает за ними, чтобы спасти Соски. Хамаджи, беспокоясь об отсутствии Шино и Соски, получает утешение от Канами, которая предлагает ей начать ходить в школу. Тем временем Шино, Соски и Генпачи уносят течением, но они держатся на плаву благодаря одноглазому насекомому, которое раздувается при контакте с водой. Шино просит Мурасами найти Сатоми. Позже они втроем приходят в дом Кабунго, чтобы отдохнуть, где их встречает собака Сатоми. Джанпачи расспрашивает Шино о его природе, но Шино отвечает, что они похожи и что не стоит судить по внешности. За ужином Кабунго рассказывает Шино, как Генпачи и он обрели способность к регенерации после встречи с демонами в деревне 3 года назад. Они узнали, что все жители деревни, кроме Сайхиме, погибли, и Кабунго задается вопросом, почему братство Сигета преследует Шино. Шино рассказывает, что это из-за Мурасамы. Тем временем Сайон спорит со своим начальником по поводу поисков Шино, и после ссоры Сирен убивает его, используя своих насекомых. Джинпачи, которого сопровождает одноглазое насекомое, решает назвать его Мигу и кормит его, когда Сирен и его братство нападают на дом Кабонга. Начинается ожесточенная битва, в которой Саски и Шино сражаются с насекомыми, а Кабунго и Генпачи противостоят силам Сайона. В разгар битвы Сайен провоцирует Генпачи, рассказывая о трагедии его невесты, что приводит к превращению обоих в демонов.
Сирен тяжело ранен, и Канами вмешивается, используя духов лис, чтобы разогнать братство. Канами, раскрывая свои отношения с Сиреном как сводного брата, наконец убивает его в отместку за то, что тот причинил боль Хамаджи. Дом охвачен пламенем. Шино использует свой меч, чтобы вызвать дождь, который тушит огонь. В момент затишья Джинпачи и Кабунго ведут разговор о правде и силе. Кабунго советует Джинпачи найти сильную женщину, которая не сдается легко, намекая, что Шино именно такой человек. Когда Шино приходит проверить их состояние, Джинпачи подтверждает, что он нашел такого человека. На следующий день Шино просыпается в доме Канами и исследует коридоры, натыкаясь на дверь, украшенную змеями. Зайдя дальше, он видит красные глаза и удивляется, когда видит Сатоми, который предупреждает его, что нельзя заходить на чужую территорию. Сатоми беспокоится о пожаре прошлой ночью, но Канами уверяет его, что братство Сигета больше не будет охотиться на демонов. Сатоми оказывается главным священником церкви. Канами расспрашивает Соски и Мурасамы о том, что оружие успокаивается во время полнолуния и на 29-й день каждого лунного месяца. В воспоминаниях Шино рассказывает Соски о его болезни и о том, что он хочет навсегда остаться ребенком. Позже он случайно сталкивается с Аяне, членом 4 семей, которая реагирует на силу Мурасамы. Канами говорит, что Аяне защищает бог змей и предлагает помириться. Хамадзи готовит корзину с цветами для Шино, чтобы тот извинился перед Аяне, и просит Шино пригласить ее на чай. Отвлекшись, Шино заходит в запретную зону и сталкивается с Чикаге, хранителем Мидзуки. Соски вмешивается, чтобы извиниться вместе с Шино. Шикаджи упрекает Соски за то, что тот решил остаться в своем нынешнем облике, а не стать человеком. Соски объясняет свое решение и соглашается отрезать себе руку в качестве жертвы, чтобы его простили, но Аяне вмешивается и останавливает жертвоприношение. Аяне ругает Джакага за его поведение и убеждает его простить Соски и Шино. Позже Аяне благодарит Шино за цветы и признается, что боится быть отвергнутой из-за своей внешности. Шино показывает ей силу Мурасамы и уверяет, что пока у нее есть друзья, ей не нужно бояться. Аяне знакомится с Хамадзи, и они проводят время вместе. Хамадзи говорит Канами, что Аяне хочет пойти на фестиваль, но сомневается, что Чикаге ее отпустит. Шино предлагает использовать лис из клана Осаки, чтобы присмотреть за Аяне во время фестиваля, и Шикаджи соглашается. Во время фестиваля Аяне, Хамадзи и Канами веселятся, а Шикаджи благодарит Шино за то, что он нашел Аяне друга. Шикаджи называет свое настоящее имя Хибики и говорит, что доверяет Шино, несмотря на свои опасения по поводу силы Мурасамы. На следующий день Сина просит у Сатоми денег, чтобы отправиться в деревню, где умерли 5 человек. После возвращения с горы, зараженной болезнью, группа молодых людей, в том числе Каканоэ, Каноэ Нуака и Асакана, отправляются в ту же деревню на праздник. По прибытии они обнаруживают, что в деревне засуха, а единственное место, где идет дождь, это гора, благодаря богу-обезьяне, который вызывает осадки. Пока Сина едет в деревню на поезде, он размышляет над словами Сатоми о том, что 5 жителей деревни, отправившихся на гору в поисках воды, смогли вернуться благодаря таинственной женщине, которая дала им воды и показала дорогу назад. Когда Сина добирается до горы, его реликвии начинают светиться, но он отвлекается и падает со скалы. Соски, в свою очередь, узнает, что Сина отправился в деревню один и решает поехать за ним на поезде. По пути он встречает Кабунго и Гинпачи, и они решают путешествовать вместе. Когда Сина приходит в себя после падения, он понимает, что потерял мрамор Соски. В этот момент появляется бог-обезьяна, который оказывается огромным. Сина просит помочь найти потерянный мрамор, но бог-обезьяна дает ему вместо этого кусочек золота. Хотя это было не то, чего он ожидал, Сина благодарит его за подарок. Соски и 2 других прибывают, и Генпачи спрашивает, почему он один на горе. Но когда Сина собирается объяснить, что он был с гигантской обезьяной, она уже исчезла. Все решают отправиться в деревню, но их арестовывают, как только они приезжают. В деревне они встречают Акане, доктора и монахиню, которые отвечают за предотвращение распространения возможной болезни. Она рассказывает им, что 5 жителей деревни, спустившихся с горы, начали постепенно разлагаться, у них появились кости, и они стали похожи на живых мертвецов. Они также встречают Джоджи Сакурабу, помощника Акане, который рассказывает о ситуации в группе Шино. Акане приходит к группе Шино, представляется и сообщает, что им нужно сдать анализы крови, чтобы проверить, нет ли у них болезни, которая беспокоит жителей деревни. Затем приходит Джоджи, он узнает Генпачи и Кабунго, своих бывших товарищей по конфликту на севере. Пока врачи берут у Шино и его друзей кровь на анализ, Асукина наблюдает за ними снаружи и потрясен, увидев Соски, которого он принял за человека, убившего его и его семью много лет назад. На следующий день Акане отпускает Шино и его друзей, убедившись, что у них нет никакой болезни, и предлагает им поселиться в комнате при церкви. Тем временем Асакана разговаривает с Каканоэ и говорит ему, что нашел виновника, который забрал у него все, а именно Соски. Позже, когда Шино идет по лесу в деревне, Асукина пытается заговорить с ним.
Но присутствие Кабунго заставляет его замолчать, и он уходит. Позже, когда Соски убирает в церкви, он заводит разговор с Акане. Он спрашивает ее, всегда ли она жила в церкви, и она отвечает, что живет здесь уже 3 года, потому что ее бабушка жила в этой церкви до своей смерти. Акане говорит Соске, что скорее всего они четверо вернулись с горы живыми благодаря Шино, потому что обезьяний бог сочувствует детям. Когда Соски остается один в церкви, появляется Асукина, и они начинают говорить о боге. Внезапно Асукана приходит в ярость, достает меч и обвиняет Саски в том, что тот говорит о боге, как об убийце, выказывая свое презрение к нему. После того, как Асукана ранит Саски, Шино вмешивается, чтобы защитить его. Они оба начинают драться, но Асукана удается обезоружить Шино. Когда Асукана собирается снова напасть на Саски, тот превращается в собаку. Каканоэ вмешивается, чтобы разрядить обстановку, уверяя Асукана, что человек, которого он ищет, никогда не превратится в собаку. Чтобы извиниться, Каканоэ обещает выполнить любую просьбу Шино, который просит его найти потерянный мрамор Соски в горах. Пока Кабунго обрабатывает рану Соски, он замечает у него на шее отметину, похожую на те, что есть у Шино, Генпачи и у него самого. Тем временем Джоджи сообщает остальным о волнениях в деревне из-за золотого слитка, найденного Шино, и говорит, что раньше в горах добывали золото. Но потом его месторождение истощилось. Шино предлагает жителям деревни выяснить, почему им не стоит ходить в горы. Тем временем бог обезьян вспоминает погибшую обезьяну по имени Асахи и размышляет о своих отношениях с девушкой, которая так и не вернулась, задаваясь вопросом о своем существовании из-за потерь, которые он пережил. Шино и Соски разговаривают, и вдруг появляется Асукана, чтобы извиниться, и в конце концов все принимают его извинения. Асукана объясняет, что Каканоэ спасла ему жизнь и стала для него как мать и сестра. Шино размышляет о том, как такое чудовище, как Каканоэ, спасло чью-то жизнь. Тем временем Каканоэ говорит богу обезьян о течении времени и невыполненных обещаниях, спрашивая, зачем она живет, если все, кого она любит, умирают, а потом бросает ее. Между тем группу Шино похищают жители деревни, которые хотят подняться на гору, чтобы добыть воду и золото с помощью Шино. С помощью Мурасами Шино удается отправить Акане записку, чтобы сообщить ей о ситуации. Исследуя гору, группа и жители деревни оказываются в ловушке магического барьера. Но Мурасами вмешивается и разрушает барьер, и на гору обрушивается дождь. Несмотря на радость жителей деревни, их счастье меркнет, когда появляется разъяренный бог обезьян и нападает на них. Шино в шоке. Акане тоже поднимается на гору и встречает Асахи, узнав его по золотому кольцу на пальце. Оказывается, что в детстве Акане дала это кольцо и имя маленькой обезьянки богу обезьян. Акане укутывает Асахи в одеяло и прощается с ним. Каканоэ, ставший свидетелем этой трогательной сцены, спрашивает Асахи, может ли он попрощаться, и с этими последними словами Асахи умирает. Каканоэ находит мрамор Соски у маленькой обезьянки Асахи. Шино с помощью Мурасами удается предотвратить наводнение, которое устроил бог обезьян. Они разговаривают, пока не приходит Акане, не успокаивает ситуацию, извиняясь за опоздание и обращаясь к богу обезьян по имени, которое она ему дала, Шинаноми. Каканоэ тоже появляется, чтобы вернуть мрамор Соски Шино. Остальные просят Акане поговорить с Шинаноми, чтобы он не разрушил гору, но она отказывается, говоря, что нет нужды делиться золотом и водой с жадными людьми. Но она радуется, что снова видит Шинаноми, ведь когда она вернулась в деревню после того, как стала врачом, она уже была взрослой. Эти слова успокаивают Шинаноми, и он прекращает бурю. С наступлением ночи жители деревни обвиняют Акане в исчезновении людей на горе, но она и группа Шино игнорируют их обвинения. Позже Генпачи и Кабунго превращаются в демонов, чтобы вызвать бурю и дождь в деревне. Наконец, группа Шино возвращается в столицу на поезде, оставив позади события в горной деревне. В воспоминаниях мужчина, который чуть не умер от холода, слышит загадочный голос, который спрашивает, хочет ли он жить дальше. Он отвечает, что еще не смог воссоединиться со своей сестрой, которую обещал увидеть снова, и хочет провести с ней остаток своих дней. Вернувшись в настоящее, группа Шино садится в поезд, идущий в столицу. Пока они ищут свои места, они обнаруживают, что мужчина, которого они видели раньше, их попутчик. Соски идет в другой вагон за напитком, а Шино остается поболтать с мужчиной по имени Дэсэцуи Нуяма. Внезапно начинается дождь, и Шино говорит, что было бы здорово, если бы пошел снег. Когда он заканчивает предложение, почему-то начинается снегопад. Однако спокойствие нарушается, когда появляется пьяный мужчина и устраивает беспорядок. Шино выгоняет его, и Мигу с Соски обливают его водой, превращая в гигантское насекомое, которое раздавливает пьяницу. Они продолжают путь спокойно, но Дэсэцу очень удивлен, увидев Мигу. Тем временем Хамаджи очень
очень волнуется, потому что Шино еще не вернулся. В этот момент у нее всплывают смутные воспоминания из детства, когда кто-то называл ее другим именем Муцуки. Вернувшись в поезд, на котором ехала группа Шино, на станции садится монах и чувствует запах монстра. Монах идет по вагонам, пока не добирается до купе Сина, где почему-то становится холодно. Монах собирается напасть, но из Досетсу появляется ледяной дух, который замораживает монаха. Сина узнает в духе Досетсу, которая называет себя Юкихиме. Сина рассказывает, что однажды он попал в метель в лесу, и Досетсу спасла его. С тех пор они стали друзьями. Досетсу просит Сина, чтобы Юкихиме перестала его преследовать, ведь она спасла его. Его друзья отвернулись от него, потому что он их пугал, и он больше не мог наслаждаться летом. Сина объясняет, что если Юкихиме уйдет, она умрет, а она заплатила очень высокую цену, чтобы спасти его. Но Юкихиме просит его больше ничего не говорить. Когда группа Сина прибывает в столицу, Досетсу благодарит Юкихиме за спасение его жизни и прощается с группой Сина. Позже Сосуке спрашивает Сина, чем Юкихиме пожертвовала, чтобы спасти Досетсу, и он отвечает, что у нее был прекрасный голос и она любила петь, поэтому она пожертвовала своим голосом. Сина и его друзья приходят в дом Кабунго, и по случайности Асукина и Каканоэ тоже остаются там на некоторое время, поэтому они все вместе ужинают. В конце концов, Хамадзи переезжает в школу-интернат, в которой она будет учиться, потому что там учатся только девочки, и она хочет избежать проблем. Канами спрашивает ее, почему она хочет пойти в эту школу, и она отвечает, что хочет стать врачом и найти лекарство от изначальной болезни Сина, чтобы он снова стал человеком. Тем временем Сатоми ругает Сина за то, что случилось в деревне, пострадавшей от засухи. Оказывается, что хотя Генпачи и Кабунго смогли вызвать дождь, они также вызвали наводнение и повредили несколько домов. После переезда в школьное общежитие Хамадзи просит Шино принести ей книги, которые она забыла. Но поскольку в школу не пускают ни мужчин, ни домашних животных, Шино должен был притвориться младшей сестрой Хамадзи. Когда наступает ночь, Шино пробирается в школу, а Соски ждет снаружи. Тем временем в комнату Хамадзи заходит Сузу Кумагаи, которая оказывается ее соседкой по комнате. Они быстро подружились. Позже Мурасами подходит к окну Хамадзи и сообщает, что Шино ждет ее на заднем дворе, и она идет туда. Хамадзи и Шино встречаются и немного разговаривают. Шино отдает ей книги и уходит из школы. Но неожиданно на Шино нападает что-то неизвестное. Он кричит, и Соски отправляется на его поиски. На следующий день за обедом в доме Кабунго Шино рассказывает, что прошлой ночью видел призрака, который оказался куклой. Он пытается нарисовать его, чтобы показать, как он выглядел, но вместо этого рисует плюшевую игрушку, вызывая смех у всех присутствующих. Тем временем Хамадзи знакомится с Рури Кабаяковой, которая предупреждает ее, что в следующий раз, когда она выйдет ночью, нужно быть осторожнее, потому что в это время бродит страж. Заинтригованная Хамадзи позже спрашивает Сузу о страже, и та говорит, что его никто не видел, но она чувствует его присутствие. Шино и Соски уговаривают Усакана пойти в школу под предлогом защиты Хамадзи от призрака, хотя на самом деле их просто одолевает любопытство. Поэтому, когда наступает ночь, они втроем идут в школу, но тут появляется призрак, который в точности соответствует рисунку Шино. Призрак ругает Шино и Асукана за то, что они привели животных в школу, и пытается наказать их лучами. Соски извиняется, объясняя, что они просто хотели защитить Хамаджи, но теперь они верят, что у нее есть защитник. В конце концов, все разрешается мирно. На следующий день Сузу хвалит Хамаджи за то, что у нее есть хорошие друзья, которые по-настоящему о ней заботятся, и говорит, что, возможно, ей не нужна такая сильная защита. Хамаджи смущается и отвечает, что Сузу ее первая подруга, и просит ее не говорить странных вещей. Но когда Рури приглашает Хамаджи поесть вместе, та отказывается, говоря, что будет есть со своей соседкой по комнате. Рури удивляется, ведь у Хамаджи нет соседки по комнате. Хамаджи в панике бежит в свою комнату и сталкивается с плюшевой игрушкой-призраком. Некоторое время спустя Сатоми поручает Соске быть священником в церкви. Шино наблюдает за тем, как он выполняет свои обязанности, и к нему подходит Кахаку, девушка с золотыми глазами. Они немного разговаривают, и Кахаку пытается уйти из церкви, чувствуя, что недостойна благословения. Но Соски останавливает ее, берет за руку и, дав ей талисман, благословляет ее. Позже, когда Асукана идет по улице, он встречает подозрительного человека. Он преследует его, уверенный, что это тот, кого он ищет. Но тут появляется Ганпачи и отвлекает Асукана, позволяя подозреваемому сбежать. С наступлением ночи мы узнаем, что Кахаку чувствует себя недостойной из-за работы в борделе. Вернувшись к Асукана, он разговаривает с Каканоэ и вспоминает момент, когда был на грани смерти. Человек, похожий на Соски, убил всю семью Асукана, украл меч его отца и жестоко вырвал ему сердце, пока тот был еще жив.
Несмотря на это, Асукана из последних сил сумел ранить нападавшего мечом в глаз. Вернемся в настоящее время. Шино врывается в дом Кабунго и случайно сталкивается с Асукана, когда тот тренируется с мечом, чуть не ранив его. Вскоре после этого приходит Соски, и Асукана, немного поговорив с ним, спрашивает, есть ли у него братья или сестры. Соски колеблется, так как у него мало воспоминаний о детстве. Но Шино чувствует, что в теле Асукана есть еще кто-то. В этот момент появляется Каканоэ и говорит, что когда она нашла Асукана, он был еще жив, хотя у него не билось сердце. Заинтригованная, она решила пересадить свое сердце в тело Асукана. Кроме того, она показывает одну из сфер, которые ищет Шино, сферу мудрости. На следующий день Кахаку просыпается счастливой, потому что ей приснились ее братья и сестры. Но ее радость быстро проходит, когда она начинает кашлять кровью, что означает, что ей осталось жить недолго. Вскоре после этого человек, похожий на Соски, появляется, чтобы увидеть ее, и предлагает сделку. Если она отдаст ему свои золотые глаза, он подарит ей еще 1 неделю жизни. Тем временем Соски заставляют восстанавливать церковь. Шино встречает Генпачи и Асукана в одном из районов столицы. Внезапно Мурасама чувствует чье-то присутствие, и вскоре появляется человек по имени Ао, похожий на Соски. Ао игнорирует Асукана и говорит Шино, что рад снова его видеть, сожалея, что Шино подстригся и больше не носит длинные волосы. Кроме того, он говорит ему, что если он хочет стать сильнее, то его желание исполнится. Эти слова удивляют Шино, потому что он сам сказал Сасуке то же самое несколько лет назад. Ао уверяет Шино, что они встретятся снова, прежде чем он исчезнет. Джанпачи спрашивает Шино, знает ли он этого человека, но Шино отвечает, что не знает, хотя кажется, что он его знает. Когда наступает ночь, Шино спрашивает Сатоми, что произошло, и интересуется воспоминаниями Сасуке. Сатоми говорит, что у Сасуке нет половины души, и что Ао — это та самая недостающая половина, и что у него есть воспоминания Сасуке. Тем временем Асукина решает отправиться на поиски Ао, который наблюдал за ним с крыши. В этот момент мы видим, что у Ао один из золотых глаз Кахаку. Ао разговаривает с таинственной девушкой, которая, кажется, спасла его в прошлом, и благодарит Шино за то, что он забрал один из глаз Кахаку, потому что Шино нравились эти глаза. На следующий день в доме Кабунго Асукина требует от Шино информацию об Ао, но Шино отказывается. Джинпачи вмешивается, чтобы уладить спор. Кабунго нервничает, увидев Асукина, у которого такая же метка, как и у остальных. Шино понимает, что он собирает все метки. Шино и Сасуке идут в восстанавливающуюся церковь и встречают Кахаку, которая рассказывает о своей жизни в квартале Красных Фонарей и о своей семье. Монахини рассказывают, что Кахаку продали в квартал Красных Фонарей, когда она была ребенком. Тем временем к Шино приходит Сатоми, и Шуичи думает, что у них близкие отношения. Шуичи приводит Шино в квартал Красных Фонарей, чтобы устроить ловушку, где Кахаку угрожает опасность. Шино пытается вмешаться, но Шуичи ранит его. Мурасами превращается и пожирает Шино. Позже, когда приезжает военная полиция, появляется Джинпачи и видит, что Кахаку обнимает Шино, а вокруг них лужа крови. Джинпачи забирает Шино, который кажется мертв, но его раны начинают заживать. Однако Сатоми приходит со своей огромной собакой, чтобы забрать Шино и Соски. Узнав о случившемся Соски, Джинпачи и Сатоми идут к Шино, который реагирует и просит еды. Шино объясняет, что он точно был мертв, но благодаря Мурасами он смог ожить, и он относится к этому легкомысленно. Что раздражает Соски, который дает ему пощечину и упрекает его за то, что он не воспринимает случившееся всерьез. Позже, когда Генпачи и Соски уходят из дома Сатоми, Мурасами снова начинает терять контроль. Шино решает принять душ, чтобы расслабиться, и в конце концов засыпает. Тем временем Кахаку молится в церкви за выздоровление Шино, когда приходит Соски, чтобы успокоить ее и сообщить, что с Шино все в порядке. Они разговаривают, и Кахаку извиняется за то, что солгала Шино и причинила ему страдания. Она хочет вернуть талисман, который дал ей Шино, но Соски уверяет ее, что если он дал ей его, то нет необходимости возвращать. Кахаку чувствует облегчение, понимая, что Соски и Ао могут быть похожи внешне, но они совершенно разные по характеру. После этого она уходит домой, чувствуя себя спокойнее. Что касается Шино, Сатоми находит его спящим в ванной, но когда он просыпается, он полностью одержим Мурасами и превращается, возвращаясь к своему естественному облику. Шино, жаждущий крови, нападает на Сатоми, который, понимая ситуацию, решает позволить Шино поглотить его, чтобы успокоить. Мы видим, как Кахаку постепенно превращается в демона. Когда она вернулась домой, ее встретила подруга Читас, но вскоре у Сатоми появилась сильная жажда крови, и она, обезумев, съела свою подругу.
На следующий день Канеми принесла Сатоми чистую одежду, что поначалу показалось ей странным. Но позже Сатоми объяснила, что произошло и какие изменения произошли с Шино. С другой стороны, Кохаку видит во сне свое прошлое. Когда ей было 8 лет, ее продали, и с тех пор она не знала, что такое голод и холод. Но когда она выросла, ей пришлось удовлетворять желания всех клиентов. Проснувшись, она с ужасом осознает, что убила свою единственную подругу. Но вскоре у нее снова появляется сильная жажда крови. Шино, Кабунго и Генпачи приходят навестить Сатоми, и Генпачи рассказывает, что он узнал о прошлом Кохаку. Сначала они думали, что это не имеет отношения к Шино, но потом нашли труп Читас, а Кохаку исчезла. Тем временем Кохаку подходит к воротам церкви, но не может войти. Соски понимает, что Кохаку больше не человек, и извиняется, потому что не может ее спасти, ведь он заключил сделку, чтобы продолжать жить. В этот момент приходит Сатоми и, увидев происходящее, спрашивает Кохаку, почему она хочет продолжать жить. Кохаку отвечает, что хотела встретиться с Сатоми, потому что он был единственным, кто знал, что произошло в ее родном городе. Когда она спрашивает, почему он не смог спасти жителей деревни, Сатоми объясняет, что когда он пришел в деревню, все уже были убиты, кроме одной девушки – Сайхиме. Кохаку начинает меняться, когда вспоминает, что благодаря Шино она смогла сохранить счастливые воспоминания, пусть даже они были ложными, но теперь ей суждено исчезнуть. В этот момент появляется Шино, и Кохаку узнает его во взрослом обличии. Шино достает меч и говорит Кохаку, что несмотря на свое неуязвимое тело, он все равно боится смерти и помнит боль от своей болезни. Шино спрашивает, боится ли она, но Кохаку отвечает, что больше боится стать монстром. Шино подходит к ней и говорит, что она не монстр, а прекрасна как ангел. Эти слова успокаивают Кохаку, и Шино убивает ее одним быстрым и милосердным ударом меча. После этого Шино чувствует себя виноватым, но Соски приходит его утешить. Соски уходит за чаем и, вернувшись, видит, что Шино спит, снова превратившись в ребенка. Сатоми вызывают на совет старейшин Центральной церкви, которые узнали о том, что произошло с Шино в квартале Красных Фонарей. Они выяснили, что Шино бессмертен, так как за 5 лет он не изменился внешне и его воскресили. Поэтому они заставляют Сатоми позвать и привести Шино. На следующий день, когда Шино прогуливается по столице, появляется Ао и уводит его в переулок. Ао спрашивает Шино, почему он так его ненавидит, ведь он тоже Соски. Он говорит, что 5 лет назад, когда они спускались с горы и прятались от дождя, Шино увидел у них одинаковые метки и сказал, что они братья в прошлых жизнях. Ао доказывает, что у него есть воспоминания Соски, и Шино колеблется. Но он спрашивает, зачем Ао вырвал сердце Асукина. Ао отвечает, что оно ему было нужно, потому что у него неполное тело, и почти все его части принадлежат Сасукену. Он брал части тел у разных людей, включая сердце Асаканы и глаз Кохаку. Ао предупреждает Шино, что когда он соберет все части, то придет за ним. Шино не замечает, как Ао лезет к нему в карман. Потом Шино чувствует себя странно, и тут появляется Сасукен. Шино спрашивает, помнит ли он, что он сказал ему 5 лет назад, когда они спускались с горы на своей родине, но Сасукен отвечает, что не помнит, и это расстраивает Шино. Появляется Кабунго и спрашивает, почему Шино грустит, но тот отвечает, что все в порядке, и продолжает идти. Сасукен признается Шино, что солгал, что Шино сказал ему, что они братья, но Сасукену было неловко это вспоминать. Шино обнимает плачущего Сасукена. Когда Шино и Сасукен возвращаются в дом Кабунго, Лис и Канами сообщают им, что ищут Шино, и забрали Канами и Хамаджи, чтобы найти его. Пока Канами встречается с Хамаджи в центральной церкви, Шино и Сасукен пытаются прорваться внутрь, но сталкиваются с барьером, который настолько мощный, что даже гигантский пес Сатоми не может его преодолеть. Подумав, как его преодолеть, Мурасаме случайно разрушает барьер, напоровшись на него. Шино проникает в центральную церковь и встречает Лилит, которая узнает Мурасаме. Начинается схватка, в которой Шино защищается, но попадает под чары Лилит. Ему удается вырваться, используя Мурасаме, чтобы создать туман и сбежать. Затем он прячется под рясой священника Сатоми, который защищает его, когда Лилит ищет его. Появляется Финиган, но не найдя Шино, они прекращают поиски. Шино успешно спасает Хамаджи. С наступлением ночи Асукина, Кенпачи и Кабунго собираются вместе и обнаруживают, что у них не только одинаковые отметины, но и у каждого из них есть маленький шарик с написанным на нем словом. Шино приходит и, увидев 3 других шарика, пытается найти свой, но понимает, что Ао украл шарик Сосука.
За ужином они рассказывают легенду, связанную с шариками. 8 воинов сражались бок о бок с принцессой по имени Фусахимы, чтобы победить злого духа женщины по имени Тамазуса, которая разрушила страну, поселившись в ее теле. Воины погибли, а Фусахимы, в которую вселилась душа Тамазусы, пронзила себя мечом в грудь, в результате чего в загробном мире появились 8 шариков. Согласно легенде, однажды 8 воинов возродятся и воссоединятся, как и Фусахимы, чтобы исполнить свои желания. Шино, Сосука и Джинпачи идут к мастеру кукол Имамуре, чтобы забрать набор кукол для членов церкви. По дороге к дому они встречают пожилого мужчину, который любуется цветами и слышит, как ребенок поет под сакурой. Сбитые с толку, они идут дальше и встречают детей мастера кукол Дайкаку и Хинагию. По какой-то странной причине мастер кукол исчез, не закончив работу над куклами. Шино требует, чтобы Дайкаку, его наследник, закончил работу, но тот отказывается, говоря, что не может уловить выражение лица куклы. Разозлившись, Шино бормочет что-то себе под нос, проходя через задний двор, где ребенок бросает в него украшенный шарик и просит оставить Дайкаку в покое. Сбитый с толку, Шино берет шарик и идет просить Дайкаку закончить работу, замечая при этом множество кукол-кошек в комнате. Шино продолжает осматривать дом, где находит комнату, полную кукол в человеческий рост. Одна из них привлекает его внимание, и он потрясен. Это была кукла в виде женщины, которая их убила. Он приходит к Дайкаку во второй раз и спрашивает его о шаре и кукле. Дайкаку ничего не знает о кукле, но может рассказать историю о своем коте, которому изначально принадлежал загадочный шар. С наступлением ночи Дайкаку видит, как падает ветка сакуры, и внезапно вспоминает тот день, когда его убили. Он не может понять, почему до сих пор жив. Мурасами упоминает о сакуре, и Шино идет за ним, но странный мальчик снова бьет его по голове. Вместе с Джинпачи и Соски они с удивлением наблюдают, как мальчик превращается в рыжего кота. Джинпачи подыгрывает и превращается в демона, собираясь съесть кота. Его останавливает черный кот, а затем пожилой мужчина, которого они уже встречали раньше. Оказывается, это Хинадзука Начи, член одного из 4 домов священных зверей. Шино спрашивает Начи о магическом барьере вокруг дома Дайкаку. Тем временем мальчик выбегает, и Шино бросается за ним. Дайкаку остается в комнате, постепенно вспоминая день своей смерти. Шино догоняет мальчика и понимает, что это кот Дайкаку. Мальчик падает с дерева сакуры, потому что его постоянные просьбы о цветах начали сказываться на лесе. Шино восстанавливает лес в его первоначальном виде, разрушив барьер, и мальчик начинает бояться возвращения убийцы, который пытался убить Дайкаку. Дайкаку понимает, что его отец на самом деле умер, и что человек, который его убил, придет и за ним. Когда тот человек убил Дайкаку, его кот дал ему бусину с правилами этикета, которая спасла ему жизнь. Теперь Дайкаку не понимает, как он сам до сих пор жив. К ним внезапно приходит незнакомец и повторяет: «Дайкаку, мой сын». Дайкаку чуть не съедает его, но кот спасает его. Сатоми приходит, чтобы узнать, что случилось, и ругает их за то, что они не принесли кукол раньше. Шино показывает Сатоми куклу своего убийцы, но Сатоми внезапно усыпляет его и стирает ему память. Когда Дайкаку видит, что Сатоми несет Шино, он вдруг вспоминает лицо куклы и возвращается, чтобы закончить ее. Кукла готова, и они отправляются в путь. Дайкаку упоминает, что они тоже переедут в столицу. Шино заставляют учить детей читать и писать в церкви, но большинство детей его не слушаются. Дети уходят играть, потому что Шино тоже никогда не ходил в школу, и он остается с девочкой, которая просит его почитать ей книгу. Шино понимает, что она слепая, и говорит об этом Соске. Размышляя об этом, Шино встречает владелицу кондитерской, которая дает ему бесплатные образцы и спрашивает его мнение. Он предлагает булочки с карри и сыром, и владелице это нравится. Вернувшись в церковь, Шино остается с девочкой и читает ей историю о птице. На следующий день владелица кондитерской приходит в церковь и разрешает Шино попробовать новые образцы, которые пользуются большим успехом. Шино узнает, что девочку зовут Кахо, и когда он пишет ее имя на земле, другие дети тоже начинают писать. Один мальчик злится и портит надпись, и Шино, вспылив, дает ему пощечину. Шино возвращается в кондитерскую, чтобы спросить владельца о новом рецепте, но его встречает семья, и они быстро идут к семейному алтарю. Позже Сосука и Шино узнают, что владелец кондитерской умер больше месяца назад, и магазин обанкротился. Но Шино удается спасти их, упомянув рецепты, которые он помог создать владельцу в последние дни его жизни. Тем временем Шино снова разговаривает с тем грубым мальчиком и показывает ему, что он может быть по-настоящему добрым, как и его имя. Шино и Сосука уходят, а позже Кахо сталкивается с другим Сосука.
Он улыбается и гладит ее по голове. Начи возвращается в столицу и навещает Сатоми, которая рассказывает ему о ком-то, кто уничтожает духов в деревне, и что у этого человека золотой глаз, и он носит меч. Шино, который тоже там, уже знает, кто этот человек, и хочет узнать больше. Сатоми упоминает о случае охоты на духов в деревне Мусаси, которая разрушена из-за смерти местного божества. Шино решает отправиться в Мусаси, уверенный, что найдет там преступника. Тем временем Гинпачи по приказу армии отправляется расследовать смерти в Мусаси. В храме божества он встречает женщину по имени Яна, которая рассказывает ему о боге деревни, у которого 2 жизни, и одна из них запечатана в храме. Шино, Соски и Кобанга приезжают в деревню, и Гинпачи встречает их на вокзале. Джинпачи рассказывает, что за последнюю неделю произошло 8 странных смертей, и люди обвиняют в этом божество Яну, которая, как оказалось, и есть та женщина в храме. У Яны есть 2 стража, Таканобу и Саки, и она не сможет принимать посетителей до следующей недели. Он также говорит, что утром умерла собака Яны. Группа решает проникнуть в святилище. Соски превращается в собаку и заходит внутрь. Яна, увидев его, радостно встречает его, потому что ей было одиноко с тех пор, как утром умер ее пес Кума. Яна показывает Соске печать на своей ноге, которая означает, что она находится в святилище из-за этой печати. На следующее утро Шино ищет Ао, думая, что он в деревне. В это же время несколько жителей деревни устраивают беспорядки в святилище, требуя, чтобы Яна что-то сделала с этими смертями. Яна, опечаленная и униженная, падает на колени и плачет, и печать на ее ноге ослабевает, выводя из строя всех жителей деревни, кроме одного. Шино находит Ао в лесу и вступает с ним в схватку. Кино, который пришел за Ао, чтобы отомстить, тоже появляется, и начинается ожесточенная схватка. Шино пытается их разнять и вмешивается, но Ао бьет его, и он теряет сознание, а затем ранит Но в грудь. Ао говорит, что родители Инусаки забрали у него все, и он обещает вернуть то, что принадлежит ему по праву, включая меч, который он носит. Ао уводит Шино. Инусака приезжает в деревню, чтобы рассказать, что произошло, и находит Соски в храме вместе с Яной. Соски узнает, что Яна ничего не помнит, когда печать покидает ее тело, и возвращается только после того, как все сделано. Узнав, что настоящий владелец Сосука пришел, Сосука бросается к двери и сталкивается с Канго, обнаруживая, что Шино похитили и что он скрывал от него существование Ао. Шино просыпается в сарае в лесу. Ао рассказывает, что он уничтожил сосуд с духом региона, чтобы управлять им, и показывает печать на своей руке. Сосуке с катаной Кино идет спасать Шино. Ао хочет забрать вторую печать, которая находится у Яны, чтобы полностью пробудить силу духа, полагая, что она истощена после пребывания в святилище. В этот момент появляется Сосуке. Шино пытается их разнять, опасаясь неизбежной схватки между ними. Шино пытается отговорить Сосуке от драки, понимая, что убийство Ао может привести к смерти Сосуке. Несмотря на все усилия, Шино не удается их разнять. Ао требует, чтобы он сделал выбор между ними, но для Шино это невозможно, потому что он считает их единым целым. Ситуация обостряется, когда Ао ранит Сосуке в руку, серьезно раня Шино. Ярость Шино пробуждает ауру Мурасами, и печать на руке Ао реагирует, освобождаясь от него. Яна превращается в дракона, и битва продолжается в святилище. Тем временем принцесса Яна подслушивает, как Таканобу и Саки спорят о печати на ее ноге, которая, по-видимому, связана с убийствами в деревне. Удивленная этим открытием, она встречает Гинпачи и уходит в лес. Другая Яна объясняет Шино и Сосуке, что они изначально были одним целым, но люди разделили их, одну заточили в земле, а другую запечатали в человеке. Яна рассказывает, что ее вторая половина страдает в святилище, и принцесса Яна хочет умереть за поступки своей сестры. Шино и Инукава возвращаются в гостиницу, где обнаруживают, что у Соски серьезное ранение. Тем временем Ао раскрывает свой план по поглощению духов, чтобы сравняться по силе с Мурасами. Джинпачи приглашает Шино в святилище на следующий день по важному делу. Таканобу и Саки беспокоятся, что не смогут представить Яну на церемонии оракула из-за ее плохого настроения. Принцесса Яна размышляет о том, что люди видят в ней только божество. На следующий день во время консультации оракула Шино присоединяется к Таканобу и Саки, когда им сообщают о серьезной проблеме с принцессой Яной. Они обнаруживают, что ее тело покрыто чешуей, что говорит о ее ухудшающемся состоянии. Несмотря на это, принцесса полна решимости выполнять свои обязанности. Таканобу и Саки умоляют ее не сдаваться, считая ее своей сестрой и единственной семьей. Шино понимает, что не сможет помочь, пока принцесса Яна не выразит свое желание.
Соски размышляет о том, как трудно ей отказаться от роли хранительницы. Когда принцесса Яна предстает перед жителями деревни, они требуют, чтобы она раскрыла убийство, а не исполняла желания. Джинпачи вмешивается и отводит ее в тихое место, чтобы она высказала свое желание. Наконец, принцесса Яна говорит, что хочет стать только Яной. Джинпачи приводит принцессу Яну к Шино, который принимает ее желание. Он освобождает Яну из ее тела, и две сущности сливаются, в результате чего чешуя на принцессе Яне исчезает. Она решает отдохнуть в новом теле, предложив Шино стать сосудом. Но он отказывается, так как у него уже есть Мурасами. Тем временем Шино предлагает сделать Ао своим сосудом, и Яна соглашается, угрожая убить Соски. Шино категорически против этого и обещает защитить его. Соски узнает, что Ао украл его камень, и это стало причиной его преследования. Когда все уладилось, Шино попросил Кабунго, чтобы Таканобу, Саки и Яна начали работать в гостинице и начали новую жизнь. Кабунго согласился и заверил, что уже отправил письмо матери Шино. Шино обсуждает с Хамаджи, Сосуке, Конаном и Лисами выговор, который Сатоми получила за драгоценный камень. Начи ищет свою духовную кошку Кайди, которая пропала. Шино соглашается помочь в поисках, зная, что Начи любит старый город. Кайди прячется от принцессы демона Каканоэ и встречает пожирателя теней, который поглощает ее тень. Джинпачи находит ее и радуется, что она вернулась. В Йошине Шино благодарит мать Кабунго за то, что она приняла Таканобу, Саки и Яну на работу. Пока они разговаривают, Кайди рассказывает о своем недовольстве тем, что ей приходится делить особняк с другими духами, и о том, что она потеряла силу из-за пожирателя теней. Шино уверяет ее, что ее тень вернется с полной луной. Шино рассказывает Кайди о драгоценных камнях, которые он ищет, и говорит, что она может помочь их найти, но для этого ей нужно принять свой истинный облик. Шино решает отправиться на поиски, пока Кайди размышляет о силе Шино и о том, что Ао становится все сильнее благодаря камню Сатоми. Позже в гостинице Шино и мальчики отдыхают, когда появляется Дайкаку и говорит, что переехал в столицу вместе со своей сестрой. Кайди сообщает Шино, что у Дайкаку тоже есть драгоценный камень, хотя он не знал, насколько он важен. Оказывается, у всех в комнате есть драгоценный камень, кроме Сатоми, чей камень Оо. Теперь Шино нужно найти еще 2 камня, чтобы собрать 6 из 8. Ночью Шино выводит Кайди на улицу, чтобы воспользоваться лунным светом и сделать тени видимыми. Он использует тень Кайди как приманку, чтобы привлечь пожирателей теней, которые сдаются под угрозой Шино и возвращают ее тень. Благодаря этому Кайди обретает свой прежний облик, и Сина обещает продолжить поиски оставшихся камней. Мы узнаем, что изначально Кайди была служанкой не Начи, а ее старшего брата Юри. Кайди перешла к Начи, потому что Юри не верил в духов. После смерти Юри Начи принимает Кайди и уверяет ее, что она не виновата в смерти брата. Кайди успокаивается и устраивается у Начи на коленях, пока стул не ломается. Вскоре после этого Досэцу прибывает в столицу империи и получает указание, как найти гостиницу Каная. Тем временем в гостинице Сина и Гэнпачи играют в снежки. Они рады видеть Досэцу и снежную принцессу, которые рассказывают, что Досэцу приехал в город, чтобы найти свою сестру Муцуки. Они решают начать поиски в Красном районе, где живут сироты. Сосука работает в церкви с Кахо, а Хамадзи ходит по магазинам с Яной. Тем временем Кабунго и Кано тоже ищут рыжеволосую девушку в Красном районе, где они встречают Асана, который предлагает свою помощь. Однако Кано предупреждает Кабунго, чтобы тот не произносил имя демона, и говорит ему быть осторожным, потому что, назвав его, они заключат с ним договор. Асан начинает искать рыжеволосую девушку, оставляя за собой след из трупов. Сина присоединяется к Хамадзи и Яне в поисках, а Сосуке продолжает работать в церкви. Асан забирает Кахо, но вскоре понимает, что она не та, кого он ищет. Сина узнает о случившемся и приказывает Мурасами найти Кахо. Несмотря на то, что Асану удается сбежать, Сина с облегчением видит, что Кахо жива и здорова. Хамадзи и Яна продолжают ходить по магазинам, вспоминая прошлое. Полиция расследует убийство в городе, отмечая, что у всех жертв рыжие волосы. Асан винит себя в сложившейся ситуации и предлагает выследить Аана, но Гэнпачи решает подождать до наступления темноты, чтобы начать действовать. Досэцу сталкивается с Ааном из-за своих рыжих волос, но тот отступает, увидев с ним снежную принцессу. Асан принимает Хамадзи за свою цель и преследует ее, но его останавливают Досэцу и снежная принцесса, которые ранят его, но позволяют сбежать. Досэцу встречает Хамадзи, которая представляется его сестрой, и появляются Сина и Джена. Хамадзи лжет о своем прошлом, но Досэцу знает правду и говорит ей об этом. Он отдает ей заколку для волос и рассказывает, что открыл магазин в столице, чтобы быть ближе к ней. Со слезами на глазах Досэцу прощается с ней. Хамадзи признается Сина, что она действительно помнит Досэцу как своего брата,
но не хотела говорить с ним, боясь, что он забыл их обещание. В ту ночь Фуки съедает Асана в наказание за его преступление. Группа собирается и узнает, что у Досетсу тоже есть камень, и теперь их всего 7. Вскоре Сатоми сообщает Сина, что ребенок из деревни Акура пропал год назад, когда пошел в лес за корнями колокольчиков для своей больной матери. Ребенок вернулся, но остался таким же, каким был до исчезновения. Сатоми хочет, чтобы Сина отправился в деревню и осмотрел ребенка. Вскоре Сина и Сосуке отправляются в деревню. Сина поступает в начальную школу, и учитель говорит ученикам, что он приехал из столицы. Сина садится рядом с старостой класса Синобу. Оглядевшись, Сина видит мальчика, которого искал, сидящим по другую сторону от Синобу. Синобу замечает, что Сина смотрит на мальчика и говорит, что его зовут Акихика. Волосы Акихика теперь совсем седые, и он, кажется, отдалился от всех. Сосука и Сина остановились в гостинице Какие. Тай – пожилая женщина и хозяйка гостиницы, а Синобу – ее внук. На уроке Сина замечает цветы, прикрепленные к окну рядом с местом, где сидит Акихика, но, похоже, никто больше их не видит. Вернувшись в гостиницу в тот день, Сина и Сосука рассказывают о том, что узнали. Сосука говорит Сина, что Тай предупреждала его о горах, утверждая, что они забирают детей. Отец ругает Акихика за то, что тот молчит. Он расстроен, потому что Акихика не сказал ни слова с тех пор, как вернулся, и ничего не ест, только пьет воду. Акихика вспоминает тот день, когда его мать пошла в клинику, и жалеет, что не сказал ей, что он не ненавидит ее, а ненавидит болезнь, которая ее мучает. На следующий день Сина спрашивает Синобу, почему он не хочет оставить Акихика одного. Синобу говорит, что Акихика склонен делать странные вещи, когда остается один. Синобу уходит в комнату с дневниками, оставив Сина присматривать за Акихика. Пока они сидят, из земли внезапно вырастают растения и пытаются поглотить Акихика, но он говорит им, что не может пойти с ними, и растения тут же исчезают. В тот же день в гостиницу приезжает монах Чудай, с которым Сина и Сосуке столкнулись в поезде. Чудай удивлен, что Сосука и Сина здесь, и сразу же говорит Тай, чтобы она избавилась от детей. Однако Тай говорит, что не может, потому что они здесь по просьбе Сатоми. Разочарованный Чудай начинает расставлять талисманы по всему дому. Синобу говорит Сина, что Чудай хороший человек, потому что однажды он спас ему жизнь и до сих пор навещает его, потому что беспокоится о нем. Вскоре после этого мать Акихика решает уйти из клиники, чтобы навестить сына дома. Она давно его не видела и думает, что он уже поправился. Тем временем Шино и Соски отправляются в горы. Они спрашивают Синобу, как туда добраться, и Шино говорит, что ему нужно кое-что проверить в горах. Вскоре после этого мать Акихика возвращается домой и видит, что сын сидит один на заднем дворе. Шино, Соски и Синобу тоже направляются в горы. Шино говорит, что хочет посмотреть на колокольчики, потому что они не цветут в это время года, и она думает, что Акихика пошел за ними, чтобы помочь своей больной матери. Говорят, что цветы помогают при кашле, и, наверное, поэтому он пошел за ними. В деревне Акихика поворачивается к матери и, наконец, произносит несколько слов. Он очень рад видеть ее и крепко обнимает. Отец Акихика видит это и тоже обнимает их обоих. Акихика спрашивает мать о ее болезни, и она отвечает, что больше не болеет и что цветы ей больше не нужны. На горе Шино, Соски и Синобу с удивлением обнаруживают, что колокольчики цветут не в сезон. Они слышат, как цветы говорят, что они выполнили свое обещание. В этот момент тело Акихика превращается в пыль, когда он обнимает мать. Шино, Соски и Синобу находят тело Акихика среди цветов. Цветы говорят, что последним желанием Акихика было послать цветы матери. После событий с Акихика Шино и остальные возвращаются домой, где Синобу спит больше недели. Первое, о чем он говорит, проснувшись, это голод, что типично для Чудая и Тая, которые привыкли к его долгим снам. Шинобу говорит, что ему 22 года, но выглядит он как ребенок. Он вспоминает, что пропал в горах в возрасте 6 лет, а 10 лет спустя его нашли Чудай и Тай, но он ничего не помнил о том периоде. Шино замечает, что у Шинобу такое же родимое пятно, как у них. Тем временем кто-то разрушает барьер в лесу, и Шино начинает беспокоиться о родимом пятне на руке Шинобу. Позже Чудай рассказывает, что в горах живет существо, которое забирает несчастных детей, таких как Шинобу, которого похитили 16 лет назад, когда его мать нашли мертвой. Чудай спас его и вырастил как собственного сына. Однажды ночью Шинобу внезапно просыпается и оказывается в окружении птиц. С ним дух-единорог Нацуми. Но прежде чем они успевают вмешаться, Тенгу забирает его, утверждая, что он его сын. Чудай, Соски и Шино отправляются на поиски Тенгу.
Шинобу просыпается в горах и вспоминает сон, в котором Тенгу по имени Кагэцу говорит своему брату Хадзуки, что Шинобу теперь его сын. Проснувшись, он видит Хадзуки, который говорит, что Кагэцу умер. Шино и Соски добираются до входа в гору, но сталкиваются с барьером. Прежде чем Мурасами успевает его разрушить, появляется Ао и говорит, что у него другая миссия, и предупреждает, что принцесса помешает их планам собрать 8 камней. Тем временем на горе Шинобу потрясен, узнав о смерти Кагэцу, и вспоминает, как тот заботился о нем. Вернувшись в гостиницу, Чудай чудом избегает падения со скалы, но они решают отвезти его домой. Тенгу рассказывает, что Синобу сын Тенгу, и объясняет его дикий нрав. Хадзуки рассказывает Синобу, что Кагэцу не умер, и позже встречает Айо в лесу, где тот говорит, что хочет заполучить камень Синобу. Хадзуки позволяет Айо забрать камень, но тот уводит Синобу туда, где лежит тело Кагэцу. Кагэцу оказывается жив, но без сознания. Айо предлагает вернуть Кагэцу к жизни в обмен на силу, которую тот ему дал. Синобу уже готов согласиться, но вмешивается Хадзуки и вступает в бой с Айо. Шино ранен. В этот момент рана Синобу начинает светиться, и камень выпадает, а остальные 7 камней начинают сиять. Ао подходит к Синобу и Хадзуки, но Хадзуки быстро хватает камень. Ао говорит, что не отступит от сделки, ведь он должен был получить доступ в обмен на разрушение барьера. Тенгу создает атакующий вихрь и ранит Ао, позволяя Хадзуки сбежать с Синобу. Ао нападает на Кагэцу и говорит, что тот спрятал камень в теле Синобу. Позже Хадзуки отдает половину своей жизненной силы Синобу, чтобы тот не умер. Синобу просыпается и чувствует вину за смерть Кагэцу, но Хадзуки отчитывает его за такие мысли. Внезапно они понимают, что гора горит. Это Ао поджег ее, чтобы выманить их. Они пытаются сбежать, но сталкиваются с Ао. Он требует, чтобы Хадзуки выполнил свою часть сделки, но тот отказывается, и они начинают драться. Ао ранит Хадзуки, но тот создает огненный барьер вокруг Ао, давая им время сбежать. Тем временем Шино и Сосука идут к горе и видят, как животные бегут к ней и к огню. Хадзуки говорит Нацуме, чтобы тот увел Синобу с горы, чтобы защитить его. Несмотря на сопротивление Синобу, Нацуме хватает его и взлетает. Синобу борется с Нацуме, пока не падает с неба, но его крылья активируются и помогают ему мягко приземлиться. Хадзуки направляется к телу Кагэцу, говоря, что это их судьба – стать людьми, и тело Кагэцу превращается в пыль. Затем он падает на колени, готовый умереть, но появляется Ао. Ао насмехается над Хадзуки за то, что тот стал слабым из-за ребенка, но Хадзуки отвечает, что долг родителя – жертвовать собой ради детей. Синобу же теперь считает гору своим домом и готов защищать ее. Он использует свою энергию ветра, чтобы потушить огонь. В это время появляются Сина и Сосука, и Сина уверяет Синобу, что они могут помочь. Они используют свои способности, чтобы потушить огонь, и вскоре он полностью гаснет. Нацуме появляется и радуется, что Синобу в безопасности. Они вместе поднимаются на гору, чтобы найти Хадзуки, но видят только следы красной жидкости на земле, предполагая, что Хадзуки мертв. Синобу плачет по Хадзуки, но Сина уверяет его, что Хадзуки смог защитить его и спасти гору, а это уже что-то важное. Ао тем временем доставляет тело Хадзуки принцессе, которая, похоже, использовала какую-то воду, чтобы исцелить его и стереть его воспоминания. Между тем Синобу решает отправиться вместе с Синой и Сосуке в столицу империи, чтобы выследить Ао. Он говорит, что у него есть последний камень. Шино понимает, что они собрали все 8 камней, а Соски замечает, что ничего не видит левым глазом, но решает не говорить об этом. Вскоре после этого трио прибывает в столицу, где Шино чувствует, что с Соски что-то не так. Они направляются в Яшинаю, где остановилась Синобу, и забирают камень, вспоминая историю о 8 собаках и веря, что принцесса скоро проснется и исполнит желание. Однако их беспокоит, что у Соски нет камня, и Шино винит себя за это во время встречи. Дайкаку показывает мальчикам третий глаз на лбу, который позволяет Мегу уничтожать теневых пожирателей. Кокона объясняет, что это дурной глаз, способный видеть и уничтожать нелюдей. Шино догадывается, что глаз принадлежит кошкам, и что это работа Нара, которая наделила Дайкаку кошачьим духом. После встречи Асако рассказывает Шино, что Соски не видит левым глазом и не чувствует боли в левой руке, предполагая, что Ао украла у Саски глаз. Шино винит себя за то, что не поняла этого раньше, и убегает в особняк. Там Соски встречается с Сатоми, рассказывает ей о 8 камне и возможной связи с принцессой Тамазусой.
Сатоми рассказывает историю Тамазусы, которая потеряла двоих детей из-за требований правительственного чиновника. Соски обещает что-нибудь сделать, пока Шино не узнала об этом, но она ругает его за то, что он не рассказал ей о своем левом глазе. Соски обещает все уладить. На следующий день Шино соглашается составить компанию Аяни, которая выздоравливает после простуды благодаря лекарствам Хамаджи. Пока они разговаривают, Канами ищет Соски, чтобы попросить его помочь с Финиганом, который находится в особняке. Соски удается поговорить с Финиганом и найти способ заставить его уйти. После посещения Аян Шино просит Чикаги дать Аян больше свободы, аргументируя это тем, что у нее должна быть своя жизнь, а не только пребывание в особняке. Затем Шино извиняется перед Соски за свое поведение и встречает Финигана на лестнице. Финиган упоминает глаза Шино, что вызывает у него воспоминания, которые запечатала Сатоми. Шино теряет сознание и его отводят в его комнату, где он вспоминает свое детство и как они с братом пели стихи. Когда он просыпается, Сатоми рядом и заканчивает стихотворение. Шино спрашивает ее, откуда Финиган знает его мать, но Сатоми советует не волноваться об этом и сосредоточиться на миссии с камнями. Шино злится, желая исправить то, что происходит с Соски. Сатоми говорит, что камни сами выбирают своих владельцев, и что камень выбрал Шино вместо Соски. В этот момент Соски падает в коридоре, и его родимое пятно исчезает с тела, появляясь на теле Ао. Ао говорит, что он еще не закончил, и хочет убедиться, что все получит, прежде чем отдохнуть. Соски отводят к медику в особняке, а Шино винит себя в том, что позволил Ао украсть у него камень. Сатоми предупреждает, что душа Соски постепенно уходит в подземный мир. После побега из особняка Шино начинает искать информацию о местонахождении Ао. Кока не замечает, что в столице стало больше духов, и Шино начинает расспрашивать людей на улице. Женщина приводит его в переулок, где принимает свой истинный демонический облик и нападает на Шино. Асака пытается помочь, но они сталкиваются с более серьезной проблемой, когда женщина призывает демонических крыс. Каэде приходит на помощь, уничтожая крыс и побеждая демона. После этого сражения Сина просит Каэде помочь ему найти камень, и Каэде неохотно соглашается. Каэде говорит, что все камни находятся в столице, а последний, который им нужен, находится в старой церкви в районе замка, где также находится Ао. Сина готовится отправиться в церковь, а Дайкаку, Инусака и Синобу предлагают пойти с ним, считая, что ему понадобится помощь. Тем временем Гэнпачи и Кабунго узнают о ситуации и отправляются в церковь вместе с другими членами группы. Прибыв в церковь и спустившись в подвал, они видят человеческие скелеты. Появляется Ао и отказывается вернуть камень, утверждая, что он уже избран им. Принцесса Тамазуса раскрывает себя и выпускает на них орду нежити. Начинается ожесточенная битва. Фенеган приказал создать мощный барьер, используя жизни духов, чтобы защититься от надвигающейся опасности. Сатоми собирается уйти, чтобы помочь Сина, но Лилит и Фенеган останавливают ее, предупреждая, что ее уход может повлиять на барьер и сделать его бесполезным. Битва в древней церкви продолжается, и нежить все прибывает. Дайкаку использует свой злой глаз, чтобы уничтожить как можно больше, но ситуация остается сложной. Джинпачи и Кабунго спускаются в подвал, чтобы присоединиться к битве. Внезапно появляется Хадзуки. Но это не тот Хадзуки, которого знает Синобу. Этот Хадзуки потерял все и представляет собой серьезную угрозу для Синобу. Тем временем Сина продолжает сражаться с Ао. Прибытие Сасуки радует Тамазусу, и она активирует магический барьер, чтобы забрать камни и лишить их силы. Соски быстро слабеет, а Тамазуса образует круг из камней, чтобы призвать принцессу Фьюз и поглотить ее силу. Несмотря на все усилия Соски, Шино приближается к алтарю, где Тамазуса собирается использовать его для своих темных целей. Шино шепчет имя Соски и падает на землю. Шино вспоминает все моменты, которые он провел с Соски, в том числе обещание всегда защищать его. Он лежит в луже собственной крови, а камни активируют портал, чтобы призвать Фьюз. В церкви Сатоми говорит Финигану, что если они позволят Тамазусе осуществить ее план, это приведет к катастрофе. Тамазуса, прячась в церкви, начинает получать энергию из источника, который входит в нее. Она подходит к Шино и поднимает его. Шино открывает глаза и видит Тамазусу, и это напоминает ему, что именно она убила Сасука. Это заставляет его пожелать вернуть Сасука к жизни. Его желание сбывается, и Соски открывает глаза, лежа на земле. В этот момент Тамазуса теряет контроль над Фьюз и камнями. Принцесса Фьюз исчезает, а камни возвращаются к своим владельцам. Камень-хранитель отвергает Ао как свою хозяйку, и родинка покидает тело Ао и появляется на теле Соске. Соски просыпается и понимает, что Шино вернул его к жизни.
Адзаки предполагает, что Шино должно быть очень устал, сражаясь за свой камень, и Соски понимает, что Шино может быть в опасности. Он вскакивает с кровати, превращается в собаку и бежит к старой церкви. Там Тамазуса просит Ао отдать Шино, но тот отказывается. Тамазуса удивлена, что Соски не подчиняется ей. Она достает меч и приказывает Хадзуки схватить Ао. Между ними завязывается бой, но Сатоми успевает вовремя и разрушает барьер Тамазусы. Все мальчики снова обретают свои силы. Джинпачи и Кенго бросаются за Хадзуки, а Синобу летит к Шино, чтобы защитить его. Тамазуса понимает, что проиграла, и решает отступить. Шино потерял так много крови, что это начинает серьезно сказываться на нем. Мурасами его меч начинает шевелиться, потому что ему нужна красная жидкость. Мурасами поглощает Шино и превращается в гигантскую и ужасающую форму, которую видно по всему городу. Кенго, Джинпачи и Синобу пытаются контролировать Шино, но он, кажется, не поддается. Никто из них не может противостоять силе Мурасами. В разгар хаоса появляется Соски и кричит другу, чтобы тот его послушал. Хотя Шино, кажется, не слышит из-за шума, Мурасами контролирует его. Мурасами безжалостно атакует Соски, но тот не сдается. Соски подходит к Мурасами, бормоча имя Шино. Сатоми и Кейт используют своих духовных животных, чтобы помочь Соске подобраться к Мурасами, но он легко их побеждает. Наконец, Шино слышит голос Соски, но все еще не может себя контролировать. Он говорит Соске, чтобы тот убежал и оставил его, но Соски не хочет этого делать. Он напоминает Сина о том обещании, которое дал ему в Хамадзи, что всегда будет рядом и защитит его. Мурасами открывает пасть, чтобы проглотить Соски, но Сина громко кричит и останавливает его, снова взяв под контроль. Сина возвращается в нормальное состояние, а Соски быстро подбегает к нему. Остальные члены банды тоже подходят и окружают их, чтобы посмотреть, как себя чувствует Сина. Все радуются возвращению Сина, а Ао встает и тихо уходит. В штаб-квартире церкви Фёнеган и Лилит радуются, что Мурасами успокоился и все под контролем. Позже Сина разговаривает с Сатоми в своем кабинете и спрашивает, не он ли держал его за руку в воспоминаниях, но Сатоми отказывается отвечать. Сина знает, что это был Сатоми, но хочет получить подтверждение.